Однажды мир увидел тот самый взгляд. Холодный, пронизывающий, без единого намека на эмоции. Журналисты подбирали заголовки: «Несчастная Мелания», «Заложница Белого дома», «Жена, которая ненавидит своего мужа». Но она молчала, а потом выдергивала руку из ладони Дональда под прицелом камер, отказывалась переезжать в Белый дом и подписывала все новые и новые версии брачного контракта. Каждый раз, когда имя Дональда оказывалось в очередном секс-скандале. Так кто она? Жертва? Или женщина, которая просто умела ждать и делать ходы незаметно? Неправильная первая леди? Или самая расчетливая женщина в истории американской политики? И самое главное, что стоит за ее фирменным взглядом? Презрение? Усталость? Или хорошо разыгранная партия? В конце выпуска мы разберемся, и ответ вас точно удивит. Это «История вне времени». С вами Елизавета Карагозова, и сегодня мы говорим о Мелании Трамп. В конце 90-х Нью-Йорк жил по своим правилам. Секс в большом городе, роскошные вечеринки, светская хроника, сделки, заключенные в клубах. Шампанское льется рекой, а будущее решается за одним лишь ужином. Тот самый Нью-Йорк, который мы с вами знаем по культовым фильмам. Вопрос только в том, кто в этом городе становится героем истории, а кто просто фигурой на заднем плане. Вот и тот вечер, конец 1998 года, ничем не отличался. В Кит-Кат-клубе кипела неделя моды, публика была самая отборная, а в воздухе витал аромат дорогих духов. И где-то между этим встреча, которая войдет в историю. Дональд Трамп появляется в сопровождении эффектной норвежки Селины Мальдефарт. Но вот его внимание сразу цепляется за другую. Молодая модель, 28 лет, грация и холодная сдержанность, Мелания Кнаус. Она стоит в компании фотографа Эдит Мольнара и агента Паула Дзамполи. Дональд проходит мимо, но будто бы запоминает момент, чтобы через секунду вернуться. Их знакомят. Трамп уже не замечает свою спутницу, и весь вечер для него теперь вращается только вокруг этой славянской девушки. Она улыбается, но спокойно. Ему 52, ей 28. Разница между ними и ее родителями всего 2 года, но, кажется, это его не смущает. Куда больше волнует другое, как бы заполучить ее номер телефона. Но Мелании не так-то так просто сдается. Она делает ход конем. Оставьте свой. Это мудрый тактический ход, и он сработал. Интересно, сколько женщин в тот момент мечтали о звонке от Трампа, а сколько умели сделать так, чтобы именно он сам ждал звонка. Позже Мелания скажет, что если бы я дала ему свой номер, я бы стала одной из многих. А вот так у меня была неделя на раздумье. В итоге Дональд оставляет ей все свои контакты, телефонов у него было несколько. И она перезванивает. Так началась их история. Вскоре Мелания выходит на новый уровень. Ее приглашают на подиумы Нью-Йорка. Ее лицо появляется в журналах, а ее имя все чаще звучит в кулуарах. А потом случается нечто. Публичное признание Дональда на шоу Говарда Штерна. Трамп во всеуслышание говорит о любви к Мелании. Но дальше вы можете предположить. Карьера ее полетела вверх. Фотосессия для британского GQ, обложки журналов и интервью. В январе 2000-го ее фотография украшает обложку Vogue. И это уже не просто модельная карьера. Это заявка на совершенно иной статус. Но настоящий интерес к Мелании вспыхивает в тот момент, когда Трамп в 2000 году решает выдвигаться на пост президента. Журналисты Нью-Йорк Таймс не упускают момента. Если он победит, какой первой леди вы себя видите? Мелания отвечает спокойно, с легкой улыбкой. Я была бы традиционной, как Бетти Форд или Жаклин Кеннеди. Yes, I will be very traditional.
like Jackie Kennedy. Это был самый классический ответ из всех возможных. Ответ «я была бы традиционной» здесь можно перевести как «я скажу ровно столько, сколько нужно, чтобы никто на самом деле не понял, что я думаю на самом деле». И вот тут вот начинается самое интересное. Потому что предложение руки и сердца от Дональда – это не история про простую романтику. Это стратегический шаг, сделанный человеком, который всегда считал отношения бизнесом, а брак – сделкой. На тот момент у него за плечами уже 2 свадьбы и 2 громких развода. Его первая жена, Иванна Зельничкова, была не просто красавицей. Она, в свою очередь, помогала строить его империю, воспитывала 3 детей – Дональда-младшего, Иванку и Эрика. Но вот типичной семейной идиллии их жизнь назвать было сложно. Этот брак не смог устоять. 15 лет. Постоянная борьба за влияние и несколько пересмотров брачного контракта. Все это закончилось скандалом и громким разделом имущества. Этот развод ударил по Трампу не только финансово, но и по его репутации. Хотя, кого мы обманываем? Дональд репутация? Да он менял ее как небоскребы на Манхэттене, а скандалы умело превращал в свои активы. Иванна же ушла с миллионами, но самое главное она потеряла – право свободно говорить правду о нем. И с этого момента Трамп понял, что личная жизнь – это не просто череда любовных историй, а инструмент, который можно использовать в политике, бизнесе и, конечно, бесконечном реалити-шоу под названием «Жизнь миллиардера». Об этой части жизни Дональда можно сделать еще один выпуск, ведь интриг, драмы и неожиданных поворотов там хватит на полноценный сезон сериала. Молодость Трампа, его первые 2 брака, отношения с детьми, скандалы, любовницы, брачные договоры. Как думаете, стоит ли разобрать это все по кусочкам? Если хотите выпуск, напишите в комментариях, и мы обязательно сделаем. История же со следующей женой, Марлой Мейплс, начиналась как голливудская сказка, где тайные встречи, яхты, вспышки камер, все как в кино. Простая девушка очаровывается блеском и властью, но вот потом оказывается в ловушке. И после 4 лет брака Марли остается только собирать осколки своей жизни. В итоге она осталась с дочерью почти без поддержки со стороны Трампа. Отношения Дональда с младшей дочерью, конечно, история грустная. Но вопрос в другом. Знала ли Мелания, во что ввязывается? Какую роль ей предстояло в этом сыграть? И был ли этот союз сказкой о любви или все-таки партнерством, где на кону не просто чувства, а влияние, статус и место в истории? Желание – это то, что отличает одних женщин от других. Кто-то мечтает о теплом доме, детях и уютных семейных ужинах. Кто-то о красных дорожках, вспышках камер и роскоши, от которой дух захватывает. Но есть еще и 3-я категория. Те, кто не просто хочет, а умеет ждать, выжидать и просчитывать. Те, кто знает, чтобы получить желаемое, нужно двигаться медленно, но точно. Это история о женщине, которая выросла в маленьком городке, но дважды стала первой леди Америки, которая начинала как модель, но превратилась в холодную и загадочную икону стиля, которая выбрала жизнь рядом с самым скандальным мужчиной 21 века и сумела остаться в тени, управляя этой историей так, как было нужно ей. Ее имя Мелания Трамп. И если вы думаете, что она просто красивая жена миллиардера, то, возможно, эта история вас очень удивит. Мелания Трамп в девичестве Кнавс родилась 26 апреля 1970 года в Югославии, в городе с мелодичным названием Ново Место. Сейчас ей 54, и да, она самая популярная первая леди, даже если кто-то из Вашингтона с этим не согласен. Росла она в небольшом славянском городке, где ее отец Виктор Кнавс продавал автомобили, а мать Амалия трудилась на фабрике детской одежды. Видимо, именно оттуда у Мелании и появилась страсть к моде, ведь у нее дома был доступ к лучшим тканям, выкройкам и маминым золотым рукам. В отличие от многих девочек, которые носили типовые платья с рынка, ее гардероб был эксклюзивом, ручной работы, сшитым специально по ее параметрам. А потом судьба сделала первый легкий толчок в сторону подиума. В
В 1975 году, в свои 5 лет, Мелания впервые вышла на сцену на модном показе в Любляне. Спустя 2 года у нее уже были первые профессиональные фотографии. Модельная индустрия еще не знала, кто эта девочка, но вот явно чувствовала, что это точно кто-то особенный. В 1985 она поступает в престижное училище фотографии и дизайна в Любляне, а через 2 года встречает Питера Бутлна. Очаровательного парня, будущего советника премьер-министра, но, как часто бывает, вмешалась судьба. Его призвали в армию, а их роман так и остался лишь одним из эпизодов. В итоге в 17 лет ее замечает фотограф Стейн Еркая, делает первые профессиональные снимки, фиксирует параметры: 176 сантиметров роста, 55 килограммов веса и идеальные пропорции. Потом, через 3 года, в 1992 ее карьера взлетает. Контракт с миланским агентством Рикардо Гай. 3-е место на конкурсе красоты в Словении. Все идет по сценарию, написанному, вероятно, где-то наверху. В 1989 Мелания оканчивает училище и поступает в Люблянский университет на факультет архитектуры. Но проучилась она там недолго. Уже в следующем году она уехала в Рим, где стала пресс-секретарем культовой киностудии Чиничитта. Весной же следующего года ее знакомят с Вольфгангом Шварцем, владельцем модного агентства. Именно он выводит ее на международную арену, и уже в 1996 году лицо Мелании появляется на обложке испанского «Базар». Но мечта ее была не в Европе, она была в Нью-Йорке. И в 1995 она встречает Паоло Дзамполи, совладельца модельного агентства Metropolitan Models и друга Дональда Трампа. Он предлагает ей переезд в США, и это был тот случай, когда не нужно было даже думать. Довольно примечательно, что в судьбах многих женщин, которые стали иконами стиля, всегда появляется некоторый мужчина-ключик. Для Коко Шанель это Бой Кейпл, для Одри Хепберн это Гиго Янг, для Мелании Паоло Дзамполи. Но вот вопрос: это судьба приводит таких людей в нужный момент, или просто сами девушки умеют оказаться в нужном месте и вовремя сказать «да»? Тем не менее, без сомнений, без колебаний, без плана «Б», Мелания переезжает в Нью-Йорк и мгновенно попадает в самую гущу событий. Подиумы, рекламные кампании, обложки журналов, она начинает играть по высшим ставкам. В 2001 она даже пробует себя в кино, появляется в фильме «Образцовый самец». Но, как оказалось, ее настоящая главная роль еще впереди. И скоро она окажется на сцене, на которой не нужно позировать, на которой за каждым ее движением будет следить не фотограф, а целый мир. На этом моменте, я думаю, вы заметили, что я очень переживаю за качество контента и стараюсь делать его на высоте для вас. Но алгоритмы регулярно дают нам мало показов. Поэтому, если вам нравится видео, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал и включите колокольчик. Это очень помогает. Мелания знала, на что идет. Измены в комплекте. Любовь к моделям? Без этого никуда. Брачный контракт? Подписала, не глядя. Публичное унижение в случае развода? Вполне вероятно. Но если кто-то думал, что это будет классическая история, где жена послушно подстраивается под Трампа, то, кажется, не учел одного. Теперь настала очередь Мелании вертеть миллиардером так, как ей угодно. Обручились они в 2004, а уже 22 января 2005 в Палм-Бич состоялось событие, о котором говорила вся Америка. Свадьба. И не просто свадьба, а церемония, в которой помпезность превзошла даже ожидания самого Дональда. А представляете уровень ожиданий? 58-летний жених и 34-летняя невеста. Идеальная разница, если смотришь на брак не как на союз двух сердец, а как на выгодное вложение. На торжестве собрались сливки общества. Хайди Клум, Билл и Хиллари Клинтон. Вот уж кого жизнь потом сведет еще раз, но уже совершенно в другом контексте с Дональдом. А также звезды, политики, бизнес-элита. В этот день можно было назвать встречей клуба миллиардеров в резиденции Дональда. Но даже они все вместе взятые меркли на фоне главного события – свадебного платья Мелании. Кристиан Диор. $200 000.
60 метров белого атласа, 1500 страз Сваровски и натуральных жемчужин, 555 часов ручной работы, вес 27, мать его, килограммов. И это вам не легкий шифон, в котором можно изящно кружиться по залу. Это броня. Символ статуса и показатель того, что невеста в буквальном смысле держит этот брак на себе. 5-метровая вуаль, 4-метровый шлейф, образ, достойный королевского двора. Иногда кажется, что именно этот наряд лучше всего описывает ее роль в браке. Красиво, дорого, символ статуса, но сколько всего, друзья, приходится тянуть на себе. Правда, после официальной части Мелания все-таки сбросила этот груз и переоделась в платье от Веры Бонг, потому что сколько бы ты ни стояла на месте в этой сказке, передвигаться в 27 килограммах ткани все-таки, крайне неудобно. Но что платье, если есть аксессуары? Кольцо с бриллиантом в 1 500 000 долларов. Обручальное за 400 тысяч. Свадьба, конечно, символ любви, но еще и легкая демонстрация богатства, а с этим у Дональда всегда все было в порядке. Ну и торт. Куда же без него? 7 уровней, почти 100 килограммов и 3000 съедобных цветов. Его проектировали 2 месяца, практически как Трамп Тауэр. Так что этот десерт был просто шедевром архитектуры, который можно было еще и съесть. Внутри желтый бисквит с апельсиновой цедрой и масляным кремом, а вот снаружи символ. Символ того, как дорого стоит быть миссис Трамп. 35 миллионов долларов на торжество, включая ремонт, оформление бального зала в резиденции Трампа. Деньги, которые могли бы накормить небольшой город, но, кажется, Трамп предпочитал тратить их на нечто более визуально эффектное. Мы, конечно, за Меланию рады, но, будем честны, не от всего сердца. Так что да, эта свадьба вошла в историю. И не как история любви века, а как один из самых дорогих и впечатляющих брачных союзов 21 века. И если кто-то думает, что на этом все закончилось, пышность и драма позади, то он очень ошибается. Можно было бы позавидовать Мелании, гадать, сколько она может получить в случае развода с президентом, но чужие деньги мы спешить считать не будем. Дональд Трамп ведь человек, который однажды дорого заплатил за ошибки и второй раз повторять их не хотел. Первый развод с Иваной Трамп обошелся ему в кругленькую сумму, и с тех пор он понял – никакого брака без контракта. Так что, когда дело дошло до свадьбы с Меланией, все условия были четко прописаны. Причем, по слухам, изначально в этом договоре для нее было не так уж и много плюсов, но кто же сказал, что со временем договор нельзя подкорректировать? Прошло 10 лет. Дональд вдруг решил, что миллиардером быть хорошо. Но вот президентом быть еще лучше. А дальше 20 января 2017 года. Мелания становится первой леди США, и это событие тут же переписывает историю. Вторая иностранка, получившая этот титул. Первая Луиза Адамс, жена Джона Куинса Адамса. Но первая леди, чей родной язык не английский. Первая натурализированная гражданка, попавшая в Белый дом. Первая, чей стиль обсуждали даже больше, чем ее заявление. Она не стала женой, которая вдохновляет. Не пытается нравиться всем и вообще редко говорит лишнее. Но чем тише она себя ведет, тем больше привлекает внимание. Роль первой леди, как вы понимаете, обязывает. Надо быть мягкой, заботливой, олицетворять материнскую энергию. И главное, это президента не затмевать. Но вот не задача. Чем больше Мелания держалась в тени, тем ярче выглядела. Особенно, когда после инаугурации отказалась сразу переезжать в Белый дом. Пока Дональд с пылу с жару раздавал указы, Мелания спокойненько продолжала жить в Трамп Тауэр и завершала учебный год их сыном Бэрона. Материнство было на первом месте. Полгода спустя она все же переехала в Вашингтон, и вот тогда внимание снова переключилось на нее. Но настоящий скандал случился не из-за нарядов и не из-за ее отсутствия на ряде официальных мероприятий, а из-за речи, которую она произнесла на съезде республиканской партии. Мелания произнесла речь, как 2 капли воды, похожую абсолютно удивительным образом на слова Мишель Обамы, произнесенные на съезде уже демократической партии в 2008 году. Этот случай стал настоящим медиашумом. Вскоре спичрайнер Трампа взял, конечно же, всю ответственность на себя, извинившись за этот неожиданный инцидентик.
А Дональд наверняка только усмехнулся, потому что он, как никто другой, понимал, любой скандал – это еще один шаг к популярности. Один из самых громких модных скандалов разразился, когда Мелания вместе с Дональдом отправилась в зону стихийного бедствия. На ней безупречные туфли Манола за $600. Кэрри Брэдшоу одобрительно бы вздохнула, да и мы с вами, возможно, тоже. Но вот пострадавшие от урагана, которых они приехали поддержать, этот жест в целом не очень оценили. В конце концов, редко когда к тебе в разрушенный дом приходит женщина в обуви, которой место на красной дорожке или тротуарах Нью-Йорка. И это момент, когда роскошь перестает быть просто роскошью, когда она становится маркером оторванности от реальности. Или наоборот, попыткой доказать, что даже в хаосе я остаюсь собой. Но вот насколько это оправдано, когда вокруг разруха? Интернет же взорвался. Мелания зачем? Что она хотела сказать этим? А Мелания... Она, как обычно, сделала вид, что ничего-то и не произошло. Но общество не забывало. Дольче и Габбана, Шанель, наряды за десятки тысяч долларов – все это закрепило за ней образ первой леди, которой явно не интересны политические баталии мужа. Зато очень интересны модные показы. Понимаем ее. Но особенное возмущение вызвало пальто за 50 тысяч долларов в тот момент, когда ее супруг погряз в очередном скандале. Контраст с предыдущими первыми леди здесь напрашивается сам собой. Мишель Обама не стеснялась надевать пиджак за $29 или футболку за 6, что делало ее якобы ближе к народу. Но Мелания же явно предпочитала держать дистанцию, и не только в смысле политическом. И вопрос-то не в цене пальто, вопрос в том, что оно символизировало в тот момент. Потому что когда вокруг скандалы, любой твой образ является заявлением. Но в 2018 году она инициировала обновление Белого дома. Оранжерейной комнаты, красной комнаты и синей комнаты. Сумма потраченного не разглажалась во имя сохранения спокойствия и цвета волос американцев. Но учитывая, что ремонты исторических помещений обычно обходятся в миллионы долларов, народ все-таки задался вопросом, а нужно ли оно было вообще. Безусловно, роскошные материалы, эксклюзивная, допустим, итальянская мебель, дизайнерские элементы, предметы искусства, все это выглядело не как поддержка культурного наследия, а будем честны, как очередное доказательство того, что в доме Трампов экономия не в чести. Но вот семейные дрязги, дело-то совершенно другое, это уже про них. Отношения Мелании с ее падчерицей Иванкой Трамп были бы отличным сюжетом для реалити-шоу с интригами, закулисными играми и тонкой ненавистью, завуалированной под светские улыбки. Согласно мемуарам бывшей подруги и советницы Мелании, первая леди презрительно называла Иванку принцессой, подчеркивая ее избалованность и неудалимое стремление к власти. Иванка же, в свою очередь, отвечала взаимностью, называя мачеху портретом, то есть безэмоциональной, холодной и абсолютно безинициативной женщины. Впрочем, учитывая их взаимоотношения, о теплых семейных вечерах у камина можно в целом забыть. В день же первой инаугурации Дональда Трампа в 2017 году Мелания и ее команда даже организовали специальную операцию с кодовым названием «Заблокируй Иванку». Уровень важности, сами понимаете. Цель – минимизировать присутствие амбициозной дочери Трампа на церемонии, чтобы та, не дай бог, не затмила первую леди. А она-то пыталась. Вот это я понимаю, уровень семейных разборок. У кого-то свекровь на свадьбе перетягивает одеяло на себя, у кого-то борьба идет совершенно за другое, за место на фоне на инаугурации. Хотя уровень важности, вероятно, одинаковый. Но вот у Иванки были свои планы. Она не просто мечтала о власти, она буквально пыталась захватить полномочия Мелании. И здесь одним из самых громких эпизодов стала ее попытка переименовать офис первой леди в офис первой семьи. Потому что, если первой леди стать нельзя, ты не можешь стать женой своего отца, то вот название должности изменить можно. Ведь политика — это искусство гибкости, особенно если ты Иванка Трамп. Для Мелании же это был вызов.
Для Иванки очередной шаг к цели. Вместе со своим мужем Джаредом Кушнером она пыталась занять официальные помещения в восточном крыле Белого дома, наглядно демонстрируя, кто в этом семействе должен быть главной женщиной. И, собственно, картина получается такой, что одной было слишком все равно, другой было слишком не все равно. А где же здесь золотая середина в этой истории? Так ее у Трампа никогда и не было. Искать мы ее с вами не будем, потому что это бессмысленно. Но, несмотря на внутреннюю борьбу, Мелания продолжала выполнять свои обязанности со скрипом в зубах. В марте 2017 года она организовала ланч в честь Международного женского дня, где говорила о равноправии, об образовании и о своем опыте иммигрантки. Ее речь была сильной, уверенной и получила положительные отклики. Правда, такие моменты редко получали столько же внимания, сколько ее туфли Манола Бланик или пальто за $50 тысяч. В 2018 же Мелания запустила инициативу «Быть лучше», программу, направленную на борьбу с интернет-травлей среди детей. Она встречалась с лидерами технологических гигантов, пыталась наладить с ними сотрудничество. Но и здесь есть один нюанс, потому что, кажется, она выбрала не того мужа для кампании против интернет-травли. Но, может быть, именно и в этом был скрытый смысл. Но надолго ее в любом случае не хватило. Все-таки самым запоминающимся эпизодом ее деятельности стало октябрьское турне по Африке в 2018 году. Гана, Малави, Кения, Египет. Мелания посещала детей, занималась вопросами охраны природы, но... Как вы понимаете, все обсуждали не это. Интернет взорвался из-за ее наряда для сафари. Брюки цвета хаки вроде ничего. Лаконичная, спокойная рубашка, пробковый шлем. И именно последний аксессуар стал причиной для масштабного скандала. В XIX веке такие шлемы носили британские колонизаторы, и для многих африканцев он до сих пор остается маркером угнетения. Не самый лучший выбор для визита, цель которого вроде как наладить отношения с континентом. Противоречивый же образ Мелании проявляется не только в ее модных решениях, но и в банальном, в отношении к людям. В Белом доме ее считают холодной и требовательной. Например, после африканской поездки она потребовала увольнения Миры Рикардель, советника по национальной безопасности, заявив, что та больше не заслуживает чести работать в Белом доме. Возможно, она ей не подсказала ничего насчет шлема. Но, к слову, ее действительно уволили. Но были и моменты, когда Мелания показывала человеческую сторону. В августе 2019 года, после трагедии в Эль-Пасо, где в результате стрельбы погибли 23 человека, Мелания вместе с Дональдом посетила больницу, навестила пострадавших и выразила соболезнования семьям. Это был тот редкий момент, когда она выглядела не как глянцевая холодная картинка, а как первая леди, действительно искренне выполняющая свою роль. Но даже в серьезной политической игре находилось место иронии. Во время встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Блейнхенском дворце Мелания появилась в элегантном желтом платье с изысканным декольте. Я думаю, вы уже смогли представить себе этот образ. И соцсети мгновенно взорвались. Пользователи Twitter тут же сравнили ее образ с нарядом Белли с «Красавицы и чудовища». Надо ли говорить, кто в этой истории чудовище? Мемы мемами, но семейные скандалы у Трампа всегда были отдельным жанром. Пока Дональд громогласно требовал запретить цепную миграцию, и, как мы знаем, продолжает это делать, называя ее лазейкой для жуликов и бездельников, его собственные родственники, Виктор и Амалия Кнас, спокойно воспользовались этой самой программой, чтобы получить американское гражданство. И в августе 2018 года родители Мелании прошли натурализацию на закрытой церемонии в Нью-Йорке. Все бы ничего, но буквально за несколько месяцев до этого их зять вещал на каждом углу, что такую систему нужно срочно упразднить и что она полностью разлагает общество. Собственно, Мелания оформила родителям грин-карты, а дальше по стандартной процедуре. Ирония здесь... Да какая тут ирония? Это классика двойных стандартов. Если бы Трамп добился того, чего хотел, его бы собственные теща и тесть никогда бы не получили американские паспорта. Но пока он ужесточал иммиграционные законы, для всех остальных его семья тихо, без лишнего шума, пользовалась системой, которую он так отчаянно пытался лишить других. Но это был далеко не единственный скандал, в который втянули первую леди. Крупные издания то и дело пытались разоблачить ее прошлое, тиражируя откровенные фейки.
Например, в январе 2019 года The Daily Telegraph вдруг решили, что Мелания в молодости занималась ни много ни мало проституцией. Удивительно, что вообще не шпионажем. Естественно, жена президента не оставила это без внимания. Через неделю газета опубликовала официальные извинения и, что еще важнее, согласилась выплатить компенсацию за искажение фактов. Но ложечки нашлись, а осадочек, как мы знаем, остался. Когда же Дональд Трамп во второй раз стал президентом, Мелания снова оказалась ожидаемо в центре внимания. Вопрос тут только уже не в том, что теперь она снова первая леди, но и в одном странном совпадении. Как только Дональд выигрывает выборы, его жена спешит пересмотреть условия брачного контракта. Совпадение? Вряд ли. К моменту его переизбрания контракт уже успели обновить трижды, причем один из этих пересмотров случился аккуратненько на фоне слухов об измене Дональда с порноактрисой. Но обсуждают не только юридические уловки, разумеется. Мелания давно превратилась в мем благодаря своему ледяному, пронзительному взгляду, который разошелся в ТикТоке вирусным видео. Зарубежные пользователи назвали его славянским взглядом. Таким, знаете, хищным, загадочным, словно наполненным скрытым смыслом и недосказанностью. Но вот что скрывается за ним? Презрение, отчуждение или, возможно, это просто часть культурного кода, который американцы не могут расшифровать. Этот взгляд подчеркивают угольно-черные тени и идеально очерченные стрелки. Но вот главный тут вопрос остается открытым. Что она чувствует, когда смотрит на своего мужа? Может, ответ кроется в культуре, а не в эмоциях? Ведь в странах Восточной Европы не принято раздавать лишние улыбки направо и налево. Психологи говорят, что причина такого поведения в том, что детей с детства учат. Улыбаться нужно только в моменты искреннего счастья, а не по некоторому социальному долгу. Может, именно поэтому славянский взгляд Мелании так зацепил мир. В нем было что-то непривычное, неповерхностное для Запада, но до более знакомые для тех, кто родился по другую сторону Атлантики. Тот самый взгляд, в котором живет весь постсоветский опыт женщин, которым некогда было улыбаться, потому что им надо было тянуть на себе семью, детей и выживать. Я на своем опыте почувствовала это в Лос-Анджелесе во времена, когда я еще была блондинкой. Там все улыбаются всегда и везде, даже если ты им абсолютно безразличен. Пластиковая приветливость по умолчанию как обязательный пункт в контракте. И ты сначала ловишься на это, начинаешь думать: вау, какие все дружелюбные, а потом понимаешь, что за этим просто нет ничего. Это всего лишь социальный ритуал. Наш менталитет этого не предполагает. Мы улыбаемся, когда действительно смешно или приятно, а не просто потому, что так нужно. Тем не менее, после всплеска шуток про Slavic Core в сети появился новый тренд – это грустная Мелания. Пользователи начали обсуждать, действительно ли она несчастна в этом браке или это просто ее природная холодность. Ведь кто не помнит все эти моменты, когда она выглядела так, будто хочет быть где угодно, но не здесь. От неловкого танца на балу свободы до знаменитого эпизода в Израиле, когда она публично отказалась взять Дональда за руку. Эти кадры стали мемами, вызывая и недоумение, и смех. Но если мемы — это одно, то демонстративный отказ от обязанностей — совсем другое. Когда разразился скандал с порноактрисой, Мелания не просто промолчала, а она отказалась сопровождать Дональда на экономический форум в Давосе. Важнейшее мировое событие, между прочим, где первая леди буквально обязана присутствовать. Вместо этого она отправилась в мемориальный музей Холокоста, словно напоминая, что у нее есть дела поважнее, чем быть фоном для мужа. Это был не просто отказ от поездки, а очередная молчаливая демонстрация того, что ее роль в этом браке далеко не так проста, как кажется. Домработницы же давно все поняли и, как вы можете предположить, не смогли не поделиться своим мнением. Дональд и Мелания жили как соседи, спали в разных спальнях, редко проводили время вместе и, по словам персонала, никогда даже не обедали за одним столом.
столом. Для нас это звучит как минимум странно. Да и брак этот в целом выглядит странно. Но Белый дом и не такое видел. Президентские семьи США переживали личные драмы десятилетиями. Жаклин Кеннеди сдерживала боль, когда ее муж открыто флиртовал с Мерлин Монро. Леди Бёрд Джонсон терпела публичные унижения, а Хиллари Клинтон после скандала с Моникой Левински могла бы уйти, но осталась, возможно, не ради любви, а ради власти. Все эти женщины, несмотря на измены и обман, продолжали держаться за брак, потому что так было нужно. Для имиджа, для карьеры, а может, для истории. В 2025 году Дональд и Мелания Трамп отпраздновали 20-летие своего брака. Многие до сих пор сомневаются, что пара счастлива. Как же дело обстоит на самом деле, да никто и не знает. В день инаугурации она снова не улыбается. Или улыбается так, что это только подчеркивает ее безразличие. Репортеры делают зум на ее лицо, чтобы выловить хоть какие-то эмоции. Может быть, радость, может быть, гордость, может быть, раздражение, но ничего. Абсолютный покерфейс. На ней же элегантное пальто глубоко темно-синего цвета, идеально сидящее по фигуре и лаконичные перчатки в тон. Туфли на высоком каблуке. На шляпке первой леди стоит остановиться отдельно, ведь все-таки ее форма, закрывающая едва ли не половину лица, подвергла всех в недоумение. Но желание Мелании скрыться от глаз и ее темно-синий образ в целом могут содержать послание для публики. О том, что Мелания не хочет выглядеть так, как угодно папарацци, которые не раз проходились по ней по той или иной причине, ясно давно. Никаких ярких цветов, никаких легкомысленных деталей, только строгий стиль, который напоминает, что перед нами не просто жена президента, а первая леди, которая слишком давно играет в игру под названием «держать лицо». Она стоит рядом с Дональдом, но кажется, что между ними невидимая дистанция. Он произносит речь, говорит о величии Америки, о новой эпохе, о победе над врагами внешними и внутренними. Люди аплодируют, кто-то выкрикивает лозунги, камеры фиксируют каждый жест, а Мелания слушает или делает вид, что слушает. В какой-то же момент Трамп берет ее за руку, и камеры максимально фокусируются на их пальцах. Она не выдергивает руку на этот раз, но не сжимает ее в ответ. И никто уже не спрашивает, счастлива ли она в этом браке. Слишком поздно задавать такие вопросы. Теперь вопросы другие. Какую роль она будет играть в этот раз? Будет ли она снова держаться в тени, отказываясь от публичных обязанностей? Или на этот раз решит, что достаточно уже молчала? Ведь когда официальная часть заканчивается, Мелания уходит первой. Дональд же пожимает руки, улыбается, машет толпе. Он, безусловно, любит это шоу. Она же исчезает в толпе охраны так, будто бы ей здесь вообще не хотелось быть. Пусть ее присутствие остается загадкой, пусть журналисты гадают, что на самом деле она думает, но ее место в истории уже закреплено. Она сумела превратить себя из модели в одну из самых обсуждаемых первых леди США. Ее холодная, но элегантная фигура стала символом сдержанности, молчаливого протеста или безразличия. Будет ли она вечно находиться в тени мужа или однажды заговорит громче, покажет время. Ну а нам с вами остается только следить за подробностями жизни Трампа и Мелании, строить догадки и делиться своим мнением в комментариях. Поэтому обязательно напишите, что вы думаете об этом браке, о Мелании, о ее холодном взгляде и о Дональде. Жду вас там. До новых встреч!